Всем привет! Главным ингредиентом сегодняшнего пирога будет лук. Нарезаем луковицы на полукольца. В сковороду наливаем растительное масло, всыпаем лук и обжариваем его, постоянно помешивая до карамельного цвета. Лука в начинке достаточно много, но переживать не стоит. После термической обработки лук становится абсолютно не горьким и он не имеет резкого запаха. Вот такой светло-золотистый цвет должен получиться в итоге. Далее 4 плавленных сырка натираем на крупной терке. Это может быть Карат, Дружба или Президент. И еще приготовим заливку. Она достаточно простая. Для этого 4 яйца разбиваем в высокую емкость. Яйца разбиваем об стол. Об край посуды или ножом разбивать не рекомендуется. К яйцам добавляем соль и черный молотый перец по вкусу. Хорошо взбиваем венчиком до однородности. Стол присыпаем мукой. Кладем слоеное бездрожжевое тесто. Всего нужно 500 грамм. Так как оно у меня одним пластом, то я разрезаю его на 2 половинки. Раскатываем первую часть теста по размеру вашей формы. У меня форма размером 21 на 23 сантиметра. Выкладываем тесто в форму и формируем бортики. Смазывать маслом не обязательно, слоеное тесто к стеклу не прилипает. Первым слоем на тесто выкладываем подготовленный лук. Распределяем его по всему дну формы. Теперь высыпаем натертые сырки и вилкой распределяем их равномерным слоем. Если тесто немного опустилось вниз, аккуратно поправьте его, чтобы бортики были высокие. И теперь все заливаем яйцами. Накрываем пирог второй частью раскатанного теста. Скалкой прокатываем по краям, таким образом мы их запечатываем. И убираем срезанное тесто. Далее вилкой прижимаем 2 края теста и дополнительно их склеиваем. К тому же у пирога получаются красивые рифленые края. Ну а верх пирога смазываем смесью желтка и молока. В один желток вливаем 1 столовую ложку молока, тщательно перемешиваем и с помощью кисточки смазываем пирог. В центре делаем небольшой крестообразный надрез, чтобы выходил пар. По желанию, сверху пирог присыпаем семенами обжаренного кунжута. Я советую этот момент не упускать, с кунжутом получается еще вкуснее. Пирог ставим выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Стеклянную форму и решетку ставим в духовку в одно время, чтобы она не треснула. А еще мне нравится рецепт пышной лепешки на кефире. Она идеально подойдет к любому первому блюду вместо хлеба, а также для завтрака или быстрого перекуса в течение дня. Ссылку на рецепт вы сейчас видите в верхней части своего экрана, и я ее оставлю в описании под видео. За 10 минут до готовности я пирог накрываю фольгой, чтобы верх не сильно подрумянился. Мой пирог выпекался 35 минут. Снимаю фольгу, достаю его из духовки и даю остыть до слегка теплого состояния. Затем нарезаем на порционные кусочки. Я режу на 4 больших треугольника. Пирог получается нежный, вкусный, и никто сразу не понимает, что он луковый. К тому же он совсем не хлопотный в приготовлении, так как готовится из слоеного теста. Его можно подать к чаю, кофе или овощному салату. Пробуйте приготовить сами, напишите, понравился ли вам рецепт и будете ли вы его готовить. Жду вас в комментариях. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».